Привет! С вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу, как можно слегка повысить FPS в Лиге Легенд, а также избавиться от лагов и фризов. Как ты знаешь, Лига Легенд не требовательная, но тем не менее, те, кто играет на ноутбуке либо очень слабом ПК, я думаю, инфа с этого ролика тебе пригодится. Меньше слов, полетели. Я уверен, что рано или поздно абсолютно каждый задумается о приобретении лицензионного ПО. Особенно если вы только-только собрали вашу систему и боитесь как-то накосячить. А накосячить можно по-разному. Давно не секрет, что использование крякнутой винды либо того же офиса как минимум заставляет вашу систему работать не на все 100%. Поэтому хочу порекомендовать своих надежных партнеров. Это интернет-магазин L-Store, который работает на рынке более 10 лет. Сколько? За это время у них появился большой ассортимент различных лицензий на Windows, Office и антивирусы. Самое главное — это моментальная доставка купленных ключей на электронную почту, большой выбор способов оплаты, а также гарантия на все продукты. Цены на лицензионные ключи по доступной цене. А также ребята из L-Store специально для моего канала, а точнее для вас, подготовили промокод со скидкой до 15%. Сейчас это лучшая возможность, чтобы приобрести Windows, Office или антивирус. Пару кликов и ключик у тебя на почте. Первое, что нам нужно сделать, настроить графику в Лиге Легенд и сам клиент. Открываем клиент Riot, Лига Легенд, далее играть, нажимаем на шестеренку, на вкладке общее. Ставим галочку на «Включить режим низких требований», «Закрывать клиент на время игры». Я лично рекомендую его всегда закрывать. Размер окна здесь по желанию. Переходим на «Уведомления», ставим галочку на «Отключить киберспортивные уведомления». Переходим на «Чат и список друзей». Здесь все делаем по желанию, но я лично отключаю фильтр языка. Мне так больше нравится. Ну и все остальные настроечки тоже делайте на свое усмотрение. DX9 я не рекомендую включать. И нажимаем «Готово». Теперь нажимаем ПКМ на нижнюю панель, диспетчер задач, находим Riot клиент, нажимаем ПКМ подробно, далее ПКМ, задать приоритет и ставим низкий. Далее изменить приоритет. Теперь нажимаем ПКМ на Лига Легенд. Нас интересует Лига Легенд та, где больше всего задействовано нашей памяти. Нажимаем ПКМ подробно, ПКМ на Лига Легенд, задать приоритет и ставим высокий. Далее изменить приоритет. Если вдруг у вас начались лаги, фризы, вылетает игра, тогда приоритет задаем выше среднего. Если ничего не изменилось, то ставим на обычный. Приоритет задаем для клиента и самой Лиги Легенд перед каждым входом в игру. Если у тебя есть процесс лассо, тогда это можно сделать гораздо проще. Там есть такая функция интересная, которая позволяет вам настроить приоритет, допустим, высокий навсегда. То есть вы один раз сделали настроечку, задали приоритет и все, больше туда не лезете. Если ты не знаешь, как это сделать, либо ни разу не слышал о процесс лассо, у меня есть ролик, я там все подробно рассказал по этой программке, либо же любой мой видос можешь включить и посмотреть, как я делаю настроечку. В принципе, везде все плюс-минус одинаково. После этого нажимаем играть, допустим, тренировка и инструмент для тренировки. Нажимаем подтвердить, начать игру. Выбираем любого персонажа. Это мы делаем для того, чтобы настроить графику самой игре. Можно, конечно, это сделать через конфиг папки с игрой, но мне кажется, так менее удобней. Как оказались в игре? Нажимаем Escape, переходим на вкладку Видео, первая вкладка разрешение экрана. Оставляем по соотношению к твоему монитору. Если ПК у тебя очень слабый, но у тебя есть большое желание поиграть, можешь, конечно же, понизить свое разрешение. Допустим, 1280 на 720. Картинка, конечно, будет супер пиксельная, очень неприятная, но тем не менее. FPS прибавится почти в 2 раза и поиграть в принципе можно. Оконный режим ставим обязательно на весь экран. Остальные настроечки здесь по желанию. Теперь покажу настроечки для средних ПК. Если ПК у тебя мощный, то оставляешь просто все на очень высокое, потому что игрушка не требовательная, но для слабых компов, естественно, нужно будет тут немножко поднастроить. Допустим, для средних что мы делаем? Качество персонажей ставим высокое. Качество окружения низкое либо среднее. Качество эффектов то же самое. Низкое либо среднее. Качество теней выкл либо низкое. Сглаживание галочку рекомендую оставлять, но если есть проблемы с FPS, то выключай. Ограничение частоты кадров. Можешь поставить без ограничений, но я лично рекомендую поставить на, допустим, 144. Для того, чтобы в менюшке, либо там в тренировке ваша видеокарта лишний раз не напрягалась. И нажимаем ОК. Если комп у тебя очень слабый, я рекомендую делать следующее. Качество персонажей. Оставляем среднее либо высокое. Окружение
низкая, эффекты очень низкая, тени выключаем. Ну и сглаживание тоже по желанию. Если FPS мало, выключаешь. Если FPS в принципе хватает, то можешь поставить галочку, чтобы хотя бы было более-менее приятно играть. А вот пользоваться NVIDIA Image Scaling, либо тот же самый NVIDIA Inspector я не рекомендую. Потому что, еще раз повторюсь, игрушка не сильно требовательная, а сделать хуже у вас может получиться на самом деле. Тут уже будет проще вам собрать новый ПК. Но не спешите расстраиваться, мы нажимаем ОК, далее выходим из игры, выйти. И вот сейчас мы будем делать быстренькую настроечку и оптимизацию Windows 10. Если у тебя Windows 7, 8, либо 11 версия, в принципе настроечки плюс-минус одинаковые. Где-то будет их найти сложнее, где-то будет легче. Поэтому я дам тебе инфу, а ты уже сам пытайся как-то ее найти. После всех этих настроек мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Можешь не переживать, вирусов никаких здесь нет. Вирус Total тому подтверждение. Здесь у нас есть две папки MSI Util V3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, тогда мы копируем команду, нажимаем PKM, копировать, далее PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электро, питание. Здесь нажимаем показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг тебе нужно будет удалить схему питания, нажимаешь настройка, далее удалить схему и ОК. Вуаля, она у нас удаляется. Теперь нажимаем PKM на клиент Riot. Далее расположение файла, переходим в папку Riot Games и ищем Лига Легенд. Опускаемся в самый низ, здесь у нас есть три приложения Лига Клиент. Мы нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. То же самое делаем и с другими приложениями. Совместимость, галочка, параметры, галочка, ОК, применить ОК. Еще раз PKM, свойства, совместимость, галочка, параметры, галочка, ОК, применить окей. Теперь мы поднимаемся в самый верх в папке с игрой. Папка Game, приложение Лига Легенд, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметр высокого DPI, галочка у меня уже стоит, какой я молодец. Нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь мы копируем наш путь, нажимаем PKM, копировать, нажимаем поиск, пишем настройки. Графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, можешь поставить галочку. После всех этих настроек не забудь перезагрузить свою систему. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, приложение Лига Легенд, добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность. Нажимаем сохранить. Снова нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств. Находим системные устройства, опускаемся немножко вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и здесь у тебя будет написано «Отключить устройство». Мы его обязательно отключаем. В очередной раз нажимаем поиск, пишем Xbox. Ага. Если вдруг у тебя пропал язык, такое часто происходит после Лиги Легенд, мы пишем языковые параметры и, допустим, берем английский, переносим наверх и потом назад. Все, у нас появляется уже вкладка с языком. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя есть. Если у тебя нет Xbox Game Bar, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Мы ее убираем, говорю, подожди, ага. Нажимаем крестик и закрываем. Теперь нам нужно настроить твою видеокарту. Если у тебя видеокарта от NVIDIA, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA, переходим на регулировка настройки изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует пару настроечек. KP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затемнение фонового освещения мы выключаем. Частота обновления экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Если ПК у тебя средний и выше, ставишь в Cool либо Ультра. Если ПК у тебя слабый, то выключаешь. Режим управления электропитанием. Мы выбираем режим максимальной производительности. Опускаемся в самый низ и находим фильтрация текстуры качества. Выбираем высокая производительность и анизотропная оптимизация с трилейной оптимизацией мы обязательно включаем. Нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, настройки Physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь свою видеокарту и снова нажимаем применить. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты. Здесь у нас есть две папки, картинки с более подробной настройки для
NVIDIA и также самое для AMD. Мы, допустим, открываем AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройкой драйвера для твоей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. Теперь мы возвращаемся в наш архив, находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, обязательно запускаем от имени администратора, да, находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI, приоритет выбираем High и нажимаем Apply. Ну и как обычно, самое интересное, это твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать? Читаем здесь, либо гуглим. Первые 2 файла реестра отключает Xbox Game Bar. Нажимаем PKM слияние, GameDVR2, PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. Да и окей. То есть запускаешь как обычное приложение. Отзвучивая систему, нажимаем PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Теперь мы нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим оставляем включенным. Записи. Все, что здесь есть, все эти галочки отключаем. Переходим на Xbox Game Bar и тоже обязательно отключаем эту галочку. Далее нажимаем главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь мы ищем и отключаем самое главное Xbox и Xbox Game Bar. По желанию можешь подключать все остальные фоновые приложения. Я ими не пользуюсь, поэтому ну их нафиг. После всех этих настроек залетаешь в Лигу Легенд и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.